Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, какие растения способны привлечь в вашу жизнь и ваш дом удачу, счастье и благополучие. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много интересного и важного. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, улучшить свою собственную жизнь можно не только с помощью определенных практик, ритуалов, молитв, но и с помощью обычных растений. И мы хотим вам назвать самые распространенные растения, которые готовы помочь вам в вашем счастье, привлечь богатство, успех и благополучие. Итак, что же это за растение? Это можжевельник. Если ваши завистники не дают вам свободно дышать полной грудью, распускают всевозможные сплетни, говорят за вашей спиной не очень хорошее, поставьте на стол зеленую веточку можжевельника. И именно можжевельник, он устранит все сплетни, все пересуды. И немаловажно, что он поможет вам отогнать ваших врагов и недругов раз и навсегда. Следующее растение, которое мы рекомендуем иметь в своем доме, и вы знаете, все хозяйки его имеют в своем доме, потому что все мы готовим, мы все на кухне большую часть своего времени проводим, и это лавровый лист. Если ваше начальство или руководитель вашего отдела не хочет замечать ваших усердий на работе и не дает вам повышения, премий, то есть у одних коллег ваших постоянно что-то происходит в жизни хорошее, то у вас, знаете, вот в каждый день изо дня одно и то же, то в этом случае положите 3 лаврушки в северной части дома, в какое-нибудь незаметное место. И вы обратите внимание, что очень скоро ситуация переменится, и причем в лучшую сторону. Также мы рекомендуем время от времени эти лавровые листочки, 3 штуки, изымать, сжигать со словами благодарности и добавлять новые 3 лавровых листа. Далее мята. Если у вас постоянно проблемы с деньгами, то обязательно положите в свой кошелек веточку мяты или корицы или герань. Потому что, согласно народным приметам, именно эти растения способны благоприятно повлиять на ваше финансовое положение. При этом листочек мяты вы можете положить в свой кошелек еще свежий. И когда вы увидите, что начнет веточка или сами листики осыпаться, то в этом случае изымаете из кошелька и кладете новую мяту. И вы увидите, как у вас постепенно начнет налаживаться финансовая сторона вашей жизни. Далее чертополох. Да, вы, наверное, удивлены, такие вот колючки, но все же, если вы думаете, что на ваш дом кто-то может наслать порчу, то сделайте 2 веника из чертополоха и повесьте над входной дверью. И желательно это сделать по обе стороны от двери. И это растение способно оттолкнуть любую магическую угрозу. Кроме того, сейчас чертополох, у нас сейчас лето у всех, и он везде прекрасно растет, так что вы можете спокойно нарвать, сделать 2 веника и повесить над входной дверью. Следующее – это полынь. Знаете, если к вам в гости приходят люди, которые не слишком доброжелательно настроены к вам, к вашей семье, то сразу после ухода окурите все помещения полынью. Либо, как вариант, помойте полы, но добавьте в такое ведро воды, добавьте настой этого растения. 3 столовые ложки на бокал воды. Обращаем ваше внимание, что такой настой продается в аптеке, поэтому вы можете спокойно прикупить себе.
Далее вишня. Вы знаете, вишня способна помочь в поиске любимого человека. И для этого ее тонкие веточки следует поместить в вазу и поставить на подоконник. Но чтобы был подоконник хорошо освещен солнышком. Кстати, не лишним для быстрого нахождения второй половинки поместить над своей кроватью изображение цветущего дерева вишни. Это также привлечет вашу вторую половинку в жизнь, и вы в скором времени сможете жить совместно и планировать свои дела. Далее береза белая. Помните, Есенин говорил: белая береза за моим окном. Так вот, если у вас настроение на нуле, то вы это легко можете исправить. Достаточно подойти к дереву, к березе и обнять ее ствол. И для этого вам понадобится всего лишь 5 минут, и вы снова будете полны энергии. Ведь не правда ли, как здорово? Особенно это делайте, когда вы идете с работы и у вас был достаточно тяжелый день. Или, например, у вас на работе какие-то проверки, и вы также можете использовать эту практику после работы, подойти к дереву или во время обеда, или когда идете на работу. Буквально 5 минут, и этого достаточно, чтобы восстановить свои силы. А вот, друзья, от деревьев таких как сосна и тополь лучше держаться подальше. И это касается особенно женщин, поскольку еще наши бабушки говорили о том, что именно эти деревья-вампиры способны украсть чужое счастье. Теперь вы знаете, какие растения могут привлечь в ваш дом изобилие, богатство, процветание. А также, вы видите, сюда и относятся и можжевельник, и мята, и чертополох, и полынь, вишня, белая береза. Поэтому используйте именно эти природные растения в своей жизни. Потому что нам природа действительно помогает, оберегает нам. Только мы должны немножко поднять свою голову и обратиться к матушке природы. И она всегда нам поможет и защитит.